всем привет! Меня зовут Влад4, Серега Кобяков. И добро пожаловать в новый тренд. Хит. Эта штука даже круче, чем пол — это лава. Встречайте, бюджетный челлендж. Итак, давайте объясню, как это работает. Мы с чуваками, допустим, сегодня решаем: пацаны, а давайте попробуем сегодня построить шалаш. Блин, классная идея, я за. Я тоже, давай. Но, чтобы было интересно, на постройку шалаша у нас будут разные бюджеты. За какой бюджет мы будем строить свои постройки, решит рандом. А именно, вот эта вот конструкция. У нас есть 5 мячиков на выбор. Они из разных материалов, и каждый из нас, каким захочет, таким может и бросить. Посмотрите, какие они прикольные. Блин, реально, они выглядят как планеты. Мы берем, допустим, вот этот вот баскетбольный мяч. И давайте сейчас решим, сколько денег я найду в своей зимней куртке. Нифига! 500 баксов! Ну а вот сколько денег будет у нас на постройку шалаша, мы узнаем точно таким же способом. Ну что, пацаны, кто первый начнет? Я. Так, давай. Та-да-да-дам. Так, буду кидать синим шариком. Интересно. Не буду смотреть. Шалаш, смотрите. Вы вообще, ребята, представляете, насколько это судьбоносный момент. Здесь такая огромная разбежка. Тебе может достаться на шалаш 10 баксов. Тебе придется экономить и проявлять креативность. А может достаться косарь. И можно построить целую военную базу. И барабанная дробь. Сколько? 300. 300 баксов! Слушайте, ну на 300 баксов, по-моему, нормальный шалаш из веток можно построить. Из каких? Серебряных? Из бамбуковых. 300 баксов на шалаш. Что? Все, 300 баксов моих. Так, окей, я беру баскетбольный мячик. Вообще, ребята, зацените, на самом деле это, никому не говорите, это шарик для маленького тенниса. Но мы его разрисовали и сделали баскетбольным. Так, 1000. Ты куда? Я же 1000 целился. Но выпало 50, держи, пожалуйста. Ну вот ты можешь из веток теперь точно строить. Бомжатский шалаш перед вашими глазами. Такая игра. О, пацаны, отойдите, пожалуйста, отсюда. Сейчас я сделаю красиво. Я беру желтый цвет, самый счастливый. Ну а я кидаю с закрытыми глазами. Давай. Что? Я могу открыть? 1000 баксов! Как он это сделал? Он с закрытыми глазами кинул отсюда, и оно улетело туда. На самом деле, ребят, я даже этому рад. Для первой части этой рубрики у нас довольно-таки неплохой разброс. Посмотрите, 1000, 50, 300 баксов. Итак, сейчас нам понадобится немножечко времени, чтобы включить креатив, чтобы мы подумали какие-нибудь невероятные крутые идеи, чтобы удивить вас, подписчики. А также, подписчики, мне нужна ваша помощь, так как мы хотим сделать это постоянной рубрикой, потому что под бюджет челлендж может попадать все, что угодно. Еда, постройки, путешествия, отдых, все, что угодно. И я хочу попросить вас, подписчики, включить креатив и написать нам в комментарии, чтобы нам сделать такого за разный бюджет. Все, ребята, давайте включайте мозги, давайте соображаем, пишем в комментарии, и мы обязательно что-нибудь оттуда возьмем. Блин, пацаны, прикиньте, бургер за 1000 баксов. Бургер — это, конечно, круто, но давайте о сегодняшнем ролике. Сегодня мы строим шалаш. И давайте расскажу правила. Во-первых, шалаш строим в ангаре. Нельзя ничего брать в аренду и брать со склада. Нужно потратить эти денежки. Ну, тратить деньги я умею. Из бесплатных инструментов мы можем использовать только скотч от А4 Production. И четвертое. Нужно, пацаны, постараться, потому что в конце сюда придут судьи. Они оценят по 10-бальной системе, насколько круто Сергей потратил свои 1000 баксов. Оценят, насколько круто я потратил 50 и Кобяков 300. В общем, ребята, я предлагаю начинать. Я думаю, это будет офигенный ролик. Ну а мы стартуем на закупки. Я уже в магазине, я так взволнован. У меня есть 1000 баксов.
Конечно, при покупке я не буду смотреть на цены, ну, потому что, вы сами понимаете, 1000 баксов для шалаша — это очень много. У меня масса идей, что я могу себе позволить. Мне кажется, даже в ванную могу себе поставить шалаш. И пацаны просто офигеют. Так, в одну из комнат я решил постелить не просто ковер или какой-нибудь матрас, а реально ламинат. Посмотрите. Короче, ребят, для своего шалаша я придумал безумно крутейшую идею, и она уже потянула на 170 баксов. Поэтому от своей суммы в 300 баксов отминусовываем 170, и уже 130 баксов остается на все наполнение. Но вы, когда увидите мой шалаш, вы просто обалдеете. Только что увидел такую вещь. Смотрите, какая модная подушка. Я думаю, я возьму подушку, чтобы сделать себе максимальный уют в моем шалаше, и чтобы можно было там спать. Мало ли, мне придется остаться там на ночь. Та-да-да-дам! Я по-прежнему в ангаре. И сейчас я вам объясню почему. Я уже больше года не ходил в продуктовые магазины и торговые центры. Привожу пример. Вот вам, чтобы купить молоко, нужно 5 минут. Мне, чтобы зайти в магазин и купить молоко, нужно 2 часа. Пока со всеми сфоткаешься, пока со всеми обнимешься, пока со всеми поговоришь. Ребята, это занимает очень много времени. Не, фоткаться это, конечно, круто, но я в такой позе бы провел бы лет 10. Да и ролики некогда снимать. Но в этом ролике надо идти в магазин. И я придумал гениальное решение. Чтобы эта рубрика была еще круче, каждый раз, когда я буду идти в магазин, я буду гримироваться под какого-нибудь персонажа, чтобы сливаться с толпой. И меня никто не узнал. Вот в сегодняшнем ролике я загримируюсь под старого деда. Пойду в магазин, я уверен, меня никто не узнает. И я спокойно выиграю этот челлендж. Давайте начинать. Кстати, напишите мне варианты, под кого загримироваться мне в следующем ролике. Но если коротко, выгляжу я вот так. Но мне не терпится, я даже не знаю, как говорить, как взрослый или как А4. Как взрослый А4. Двигаемся в магазин. Я пока что гуляю по магазу, на меня даже никто не смотрит. Знаете, кто на меня смотрит? Девушки постарше. У меня реально мало денег, ну прям реально мало. Но меня, как настоящего деда, сразу же привлекли ковры. Я сейчас смотрю на цены, и все такое дорогое. Походу придется закатать губу и остаться без ковра. И сейчас я хочу взять немного столовой посуды, потому что мало ли ко мне придут друзья, и мы будем тусить, и начну, пожалуй, с чашек. Я думаю, для друзей мы возьмем вот такие вот подешевле. Так, а сколько у меня друзей? Думаю, 2 кружки хватит. Я, наверное, так странно выгляжу. Дед с GoPro-шкой ходит. Зацените, счастье-то какое! Вот эта штука стоит $5. Легкий, большой пенопласт. Я, пожалуй, возьму штучек 8. О, какая красивая штука! Посмотрите, куда я пришел. Я пришел в отдел растений. Да, мне нужны растения. Притом необычные, а вот такие вот маленькие растения. Как всегда, на цену я не смотрю, а просто беру и складываю. Блин, всегда мечтал такие растения себе домой. Так, я в отделе со светом, и цены здесь, так скажу, на один торшер светильник я могу потратить $300. Вот на такой, пожалуйста, $300. У меня будет большой шалаш, и мне нужно много света. Ребята, я пришел в отдел, где продается все к Новому году, и придумал супер классную идею. Смотрите, здесь всякие дождики. Я возьму вот такой вот разноцветный дождик и развешу его прямо на входе. Это сразу добавит моему шалашу какую-то яркую нотку. Огромный выбор гирлянд в этом магазине. Я взял вот такую вот 20-метровую гирлянду. Гирлянду я планирую сделать вместо крыши. Мы же будем в помещении, поэтому дождь нам не страшен. А парни, наверное, ходят где-то здесь рядом и просто завидуют мне. О, Серега, здорово. Кто тут набрал себе? Набрал, всякой ерунды пока набрал, честно говоря. Но могу тратить, могу позволить себе. А, видно, все дешевый пластмасс. Это все елка, такая стрёмная. Ну, ой, все, иди. Так, стены для моего шалаша у меня есть. Теперь мне нужно как-то придумать укрепление. Ребята, посмотрите, на что я наткнулся. Это просто офигеть. Я пока не знаю, зачем мне так много палок, но самое главное, что они дешевые. Взял 6 штучек, $2. Это пупырчатая пленка. Я ее буду использовать как подушку. Старикан. Моим друзьям нужно будет на чем-то сидеть, поэтому возьму им вот такие вот табуретки. 1, 2 и мне 3.
Чтобы встречать своих гостей, возьму вот такие вот хлопушки. Только это будет сюрпризом. В этом ролике я хочу заслужить звание самого гостеприимного человека в А4 Production, поэтому беру вот такой вот милый коврик Welcome, чтобы мои гости знали, что я всегда их жду в своем шалаше. Так, только что я закончил покупки светильников. Купил 3 штуки. Купил вот такую прикольную лампу. Я сейчас беру самый главный материал. Это спанбонд. Черный, плотный, чтобы ничего не просвечивало. И обойдется мне 50 метров в минус $50. Берем. Мне не хватило одной тележки. Мне не хватило даже 2 тележек. Я вам так скажу, даже 3 еле помещаются. 1, 2, 3. Ребят, знаете, что понял? У меня все для того, чтобы мой шалаш стоял, готово. Но я совсем забыл про внешний вид. А нас будут оценивать судьи. Судьям мой дом должен понравиться с первого взгляда, поэтому все оставшиеся деньги тратим на декор. И смотрите, что я нашел. Я нашел декоративный камень. Смотрите, как он выглядит. Я рассыплю его вокруг своего дома, и получится красота. В принципе, все. Я потратил деньги. Перемещаемся на ангар. Ребята, я столько вещей накупил за 50 баксов. И у меня есть вопрос. Сергей, у тебя получилось вообще деньги потратить? Конечно, получилось. Копейка в копейку. Мне уже не терпится посмотреть на гору вещей от Сереги. Мне кажется, он целый дом построит. Ну что, пацаны, начинаем прямо сейчас. Погнали. Но перед тем, как я начну собирать свой чудо-дом, ребята, мне нужна ваша поддержка. Мне очень нравится эта рубрика. Я давно уже ничего не мастерил своими ручками на канале. Поддержите эту рубрику. Давайте под этим роликом наберем 1,5 миллиона лайков. И мы обязательно снимем еще какую-то крутую часть. Лайк внизу. Ну а я начинаю! Итак, давайте познакомлю вас со своим арсеналом. У меня есть пенопласт. Из него я построю стены, а потом я настелю вот эту вот крышу. Мне практически не нужен свет, потому что крыша прозрачная, а свет у нас в ангаре обалденный. А еще я купил классное развлечение для себя, но без спойлеров. Все по порядку. Все, что я купил, находится прямо в этом углу. Еле все поместилось. А основная конструкция у меня будет выглядеть вот так. Конечно же, я ее завешу по бокам, чтобы появились стены. Я считаю, что мой шалаш — это лучшее, что было на канале А4. А это вот его центральная часть. Она будет очень большая. Да-да-да-да! Вот мой шалаш. Да-да, это именно тот самый секретный материал, который я купил за 170 баксов. Мне кажется, это самое идеальное решение для шалаша. Здесь можно развлекаться, спать, я не знаю, там кушать. Здесь можно делать все. Поэтому я сейчас установлю стенки и начну наполнять свой шалаш. Гениально же! Ребята, у меня такой необычный сегодня стиль постройки. Сегодня я должен быть очень аккуратным и не торопиться. Смотрите, мне сейчас нужно вот этой стяжкой пробить дырку через пенопласт. Если я это буду делать быстро, то у меня все сломается. Я себе нацарапал черточки на пенопласте и сейчас должен проделать 16 дырочек. Та-да-дам! Это скелет моей палатки. Пока я ее не натянул тканью, посмотрите, как она прикольно выглядит. Как настоящий скелет. Блин, и знаете, она оказалась намного больше, чем я думал. И это офигенно! Я поскорее пойду натягивать крышу. Смотрите, как круто получилось. Теперь я беру вот сюда вот засовываю и теперь я пройдусь по всему рядочку, и у меня получится прочная стена, а? Кто бы мог подумать, что из пенопласта может получиться прочная стена? Короче, будет мощный шалаш. И напомню, стоит это 50 баксов. Я считаю, стяжки — это лучшее изобретение в мире. Посмотрите на мою гостиную. Мы садимся вот так вот, включаем свет, и уже можно звать гостей. Да, я, конечно, в расстроенных чувствах. Мне продали бракованную диско-лампу. Ну, а хотя, чего ожидать от светильника за такие деньги? Это все из-за экономии. Поэтому, ребята, лучше один раз купить какую-нибудь качественную вещь, чем покупать вот это вот за копейки, и потом оно не будет работать. Ну, я попытаюсь починить, но вряд ли она будет работать. Ну, будет украшать шалаш. Я все стенки поставил, вот это так выглядит. Но знаете что? Я думал, что крыша будет вот так лежать. Но она прогибается в центре, поэтому пришлось положить ее пока что вот так. Я уже строю, а вещей меньше не становится. Давайте вам покажу, как я из этого сделаю аквариум.
Сейчас вся эта пыль осядет, и аквариум будет кристально чистый. Немного подождем. Как вы можете заметить, моя конструкция выглядит в восточном стиле. Также я уже пристроил свой коврик, welcome, уже жду гостей. И вашему вниманию представляю новый дом. Посмотрите, какая крутая у меня арка. Дизайн. Я хочу насыпать декоративных камней вокруг своего дома. Готово. Внешним видом я закончил, поэтому внешний вид можете оценить сейчас. Ну а в гости я вас позову чуть-чуть попозже. Там тоже есть кое-что интересненькое. Ну что, мой шалаш готов полностью принимать гостей. По-моему, получилось достаточно мило. Серега, ты там скоро? Что скоро? Я уже все, почти готов. Мне кажется, твой дом надо с квадрокоптера снимать. Я вообще не вижу краев. Где там? Где вход вообще, Серега? Ты что намудрил? Предлагаю мой дом оставить напоследок, потому что там много чего интересного. А пока можем посмотреть твой. Ну, погнали, пацаны. Не забывайте, что мой дом стоит $50. Та-да-да-дам! Внешний вид. Смотрим. Прочный, красивый коврик входной. Украшения по краям, смотрите, камень декоративный. Дизайнерская рамка. И прозрачная синяя крыша. Ну, не знаю, не Что знаю. ты не знаешь? Ты еще внутри не видел. Смотрите. Оп. Дверь открывается. А что за стаканчики? Ты не торопись, все расскажу. Блин, напоминает какой-то дом инопланетянина. Ты прав, Сергей. Смотрите, у меня супер высокотехнологичная подушка. Берешь такой, опа, и смотрите, фишка моего дома, я защищен от дождя, ветра, града, снега. И в то же время я вижу свет, потому что крыша у меня прозрачная. Посмотрите. Теперь расскажу про стаканчики на входе. Пацаны, так как я не богатей, здесь у меня однушка. Я закрываюсь, смотрите, смотрите сюда внимательно, через верх. Я беру стаканчик, откидываюсь на спинку и играю сам с собой в баскетбол. Вау! Как Джордан! Вот такой вот дом. У меня скромный сухпайок на одного человека. $50, сами понимаете, не так уж и много. Блин, ну здорово, я восхищен, Влад, честно, поздравляю. Ну, давайте посмотрим, на что Кобяков потратил $300. Блин, мне на такой коврик не хватило. Ноги вытирайте, пожалуйста. Ну, батут это вообще, конечно, прикольная идея. Можно и повеселиться, и попрыгать, сальто попрактиковать. И поспать мягко можно. Чисто тусовочный дом. Блин, у тебя кухня, спальня. Может, хотите выпить сачку? Давай. Ножницы специально покупал. Знал, что вы придете. Но стаканчики достаточно простенькие для этой квартирки. Это просто гостевые. Так, конфетки для гостей. Ой, ничего, у меня уборщица есть, уберет. Также у меня здесь есть спальное место. И вот такой вот массажер. Ну, дешевенький какой. А я подумал, это мини-швабра. Хлопушки и часы, чтобы не пропустить Новый год. Ну что, Кобяков, оригинальное решение. Реально круто. Спасибо за гостеприимство. А мы пошли к Сереге. У него там на $1000 закуп. Там, наверное, должно быть интересно. Где же вход, Серега? Не понимаю. Пацаны, если честно, я так запарился с наполнением, что забыл про красивый вход. Ну, посмотрим, что у тебя там внутри. Ну давай, надеюсь, не огорчишь. Стой, 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 стой. Попрошу перед этим выключить свет в ангаре. Это у нас так работает? А включается? О, офигеть. Прикол. Заходите. Ну, соглашусь, прикольно. Присаживайтесь на мои пуфики. У нас что, сейчас презентация будет чего-то? Подождите, а во всем поподробнее. Это гостиная. Да, она достаточно большая. Это для того, чтобы все здесь поместилось. Это 3 пуфика, которые достаточно мягкие и удобные. Мини-столик. Вот такая яркая светлая лампа. Конечно же, моя любимая шкура какого-то животного. Мне на такое, кстати, не хватило. Это аквариум и картина. Серега, ну реально офигенно. Я когда сюда попал, мне сразу как-то такое настроение поднялось. Поиграть во что-то захотелось. Кстати, Посмотри, проектор. это мини-проектор. Он был не дешевый. И теперь моя гостиная превращается в кинотеатр. Не, ну это достойно аплодисментов, Серега. Давайте попробуем что-нибудь посмотреть. И раз, и два, и... Пойдемте со мной на кухню. Перед вами настоящий ламинат. Здесь на кухне у меня есть тостер. Сейчас я вам приготовлю тосты.
У меня тут холодильник на колесиках. На первых двух полках у меня всякие разные вкусняшки, а на последней кола со льдом. Так, у меня срочный опрос к подписчикам. Сникерс или Milky Way? Что бы выбрать? Сникерс, конечно. И Milky Way. Нет, только одно надо. Тогда Сникерс. Блин, а я бы вот выбрал бы Milky Way. Подписчики, а что выбрали бы вы? Напишите в комменты. Ну хорошо, что у Сереги холодильник огромный и можно съесть все. Слушай, надо к Сереге почаще в гости ходить. Посмотрите. Поджарились. Напомню, мы сейчас в шалаше. А давайте я покажу, где я буду спать. Вот здесь я буду видеть свои сны со звездами под потолком. О, шикарно. А это мой ночник Цыпа. А здесь что за комната? Оба. А это, парни, игровая комната. Круто, у тебя игровая на улице. Так, что здесь есть? Тут есть фонарный стол, поэтому здесь всегда все видно. Также здесь, посмотрите, какие офигенные коврики. А рядом с вами здесь есть аэро-хоккей. Да ну, он что, работает? Да, работает. Офигеть, давай сыграем. Так, стой. Давай. Гол! Заметили, у меня по краям светодиоды. Кстати, стоит как твой дом. А это что такое? А это мультицентр. Здесь есть 4 игры в одном. Здесь есть мини-гольф. Так, и 50 очков. И у меня 50. Красава. Здесь есть броски по мишени. Кидаете шарики и табло загорается. Третья игра это... Баскетбол! Так, смотрите, я хочу трехочковый. Трехочковый, пацаны. Вау, с первого раза красава! Ну и последняя игра это боулинг. Ну тут Кобяков мастер. Строй! Ну прикольно, Серега, конечно, удивил. Ну, за 1000 баксов. Да, я бы лучше сделал. Но это мы сможем доказать только в следующей рубрике бюджетного челленджа. Ну а сейчас настало время звать судей. Итак, быстренькое голосование. Ребята, оцените, как Влад А4 потратил 50 баксов на свой шалаш. Слушайте, неплохо, ну. Теперь оцените, как Кобяков потратил $300 на свой шалаш. И теперь Сергей, 1000 баксов. Оцените, как круто он их потратил. Не ожидал, пацаны, Высший балл. Спасибо, судьи, спасибо. До свидания. Ну, вот такие баллы мы получили. Но, конечно же, подписчики, вы тоже можете поставить свой балл. Оцените в комментариях наши шалаши. Напишите, что хотите увидеть в новой рубрике с бюджетным челленджем. Ну и, конечно, поддержите нас лайком. Ну а с вами был я, меня зовут Влад А4, Серега Кобяков. Всем пока. Совсем забыли, как летать.